Мы даже не могли представить, чем закончится наш поход на лодке. Хотя вначале мы были полны оптимизма. Сейчас главное не нервничай. Путешествие обещает быть интересным. О, да! И немного рискованным. Всем привет, друзья! Отправляемся сегодня в далекое путешествие на моторной лодке, как вы видите. Туман, периодически моросит дождик, ветер. Прям максимально мерзкая и неприятная погода, если так можно назвать. А проплыть нам предстоит почти 60 километров до каменного дома. Двигатель находится на обкатке. Последние там буквально 4-5 часов обкатать его осталось. И, соответственно, стаж вождения мой составляет ровно столько по времени, сколько обкатывается этот движок. Короче говоря, опыта у меня очень мало. Что нас ждет впереди, я не знаю, посмотрим. Будем надеяться, что мы доберемся. И задача в каменном доме закончить реставрацию каменного дома. То есть это заключительное видео будет в этом году, именно посвященное реставрации. Короче говоря, садитесь поудобнее. Желаю вам приятного просмотра. Погнали! Прошли примерно половину пути. И смотрите, какие великолепные пейзажи перед нами открываются. Горы, леса. Это все вообще острова. Вот здесь вот протоки. Вон там прямо посередине реки остров. Просто великолепные просторы такие, пейзажи. Чайки парят вон в воздухе. И я думаю, сейчас сделаем остановку, Серег, да? Тут сейчас одно место будет интересное. Да. Сделаем, чайку попьем. Кстати, остров называется Семной. Вот. Да, чайку попьем, надо немножко на воде прохладно. Бензин мы потратили примерно полбака. И, по моим подсчетам, бензина нам должно хватить и на обратную дорогу. Но в крайнем случае, если завтра бензина нам не будет хватать, то мы можем остановиться в Рождественно, по-моему, называется село. И там есть заправка. Вообще интересное путешествие получается. То есть до каменного дома мы добираемся прямо от нашего места жительства. То есть мы спустились к Волге и просто пошли по воде на моторке. Это для меня на самом деле очень крутые впечатления. Решили немножко притормозить. Интересное место, да, смотрите, на горе возвышается часовня, или церковь какая-то, возможно, а здесь какой-то аквапарк вообще. Леголенд, блин. Надо же, да, то есть на берегу Волги. Это, видимо, турбаза какая-то, по всей видимости. И прям горки поставили. Классно вообще. И песок, кстати, привозной. То есть здесь пляж прям организовали они. Кстати, около часовни очень классная видовая площадка. На скале. Я вижу, да, смотровая. Прям классно сделано, очень здорово. Так что, конечно, если бы у нас было больше времени, и мы бы никуда не торопились, можно было бы причалиться и сходить, подняться, посмотреть. Но время поджимает нас уже, время. Верещагин, уходи с баркаса! А вот и то место, о котором мы говорили ранее. Это еще один каменный дом на берегу Волги. Кстати, в нем я даже как-то раз уже ночевал. Думаю, некоторые из вас его уже наверняка видели. Приехали! Вон он, домик. Я тоже по-быстренькому решил зайти в домик, так сказать, отметиться, раз уж мимо проходим. Глянем, есть ли какие-то здесь изменения. По внешке все то же самое. Никаких кардинальных изменений не вижу. Стол на месте, стекло на месте, дверь на месте. Петли, которые я ставил, живы, здоровы. Пока что еще. Опа!
Печка, печурка на месте. Ну-ка. Такое ощущение, как будто она теплая. Как будто кто-то ее топил не так давно. О, смотрите, труба, по-моему, новая. Кайф. Вообще шикардос. Постельное белье, картонка, тетрадка для записей. Ну, в общем, все здесь на месте. Круто. О, слушайте, потолок зашит фольгой. В общем, если кто-то захочет посетить этот дом, то его здесь встретит теплый, уютный ночлег. Ну и теплое вообще, теплое местечко, да, печка здесь хорошая. 2 лежака, то есть тут могут 2 человека спокойно разместиться. За этим местом следят, все здесь в порядке, все аккуратненько, все отлично. Ну а мы поехали дальше. Ну а это Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь. Очень красивое место, которое находится вблизи села Винновка. Кстати, рекомендую к посещению. Я там уже был. Дело за вами. Ну что, дорогие друзья, буквально 2,5 часа в пути мы были. И смотрите, уже подходим, прям совсем остается чуть-чуть до нашего каменного дома. Буквально, я думаю, минут 15 плыть. Так что сейчас, совсем скоро мы узнаем, были ли там гости, посещал ли кто-то строение, ну и вообще, как оно там поживает. А сегодня, я совсем не раскрыл вам одну тайну, сегодня мы планируем заночевать там с печкой, потому что мы везем с собой трубу. И по-хорошему еще нужно сделать полы. Хоп, удачно мы до баржи успели. Так, ну а что, выходи. Там уже нормально. Че, сначала, я думаю, все выгрузим, а потом лодку поставим, да? Вариантов-то нет. Ну так, да, наверное. Кидай, чемоданы свои бери потихоньку, рюкзаки. Я просто лодку придержу. На удивление, мусора здесь всего лишь пачка сигарет с надписью «Импотенция» и банка пива, что как бы очень символично. Одно другое дополняет. В общем, все в порядке. Мы уже заходили в домик, проверяли, ничего там не пропало. Вещи все выгрузили, вещей очень много на самом деле. И если бы не лодка, то, конечно, было бы тяжело добираться. Серега, он сейчас занимается разогревом обеда. Еда у нас такая, быстрого приготовления. Просто разогреть консервированные супы и все. И уже приступим, начнем заниматься работой. Погодка, кстати, разыгралась. То есть мы сюда шли, туман был, да. А сейчас, смотрите, солнышко. Ну и самое главное, я надеюсь, что у нас получится установить эту трубу печную. И что мы будем сегодня спать в теплом доме. Короче, мы едим и уже встретимся с вами попозже в доме, когда уже начнем заниматься работой. Ну что, пора, наконец, затопить сегодня здесь печь. Для этого я взял вот такую трубу со специальной, как же он называется-то, негорючим материалом, короче говоря, проложен он. Труба проложена, да, то есть внутри идет 115-я, снаружи 200-ка.
это сделано для того, чтобы не заморачиваться с проходом потолка. То есть я просто вот эту трубу вставлю и ничем ее ну, как бы пытаться даже не буду обезопасить ее от крыши, от досок. Чтобы они не загорелись, ну, положено, да, либо проложить базальтовым материалом вот этим негорючим, либо специальный проход покупается металлический, который стоит там порядка 3000 рублей. Я в этом смысла не вижу, поэтому такая труба, я думаю, будет идеальной. То есть я сейчас размечаю расстояние, да, ножом, где она войдет в потолок, в крышу, и просто тупо пилю. Ну и, собственно все. Потом здесь по возможности, да, посмотрю, то есть либо, может быть, надо будет ее как-то приподнять. Если надо будет приподнять на уровень, допустим, да, то я еще ряд кирпичей выложу. Труба идеально встала, но нужно все-таки, как я и думал, поднять уровень кирпичей прямо вот на один ряд, короче говоря. Сейчас на один ряд поднимаю и здесь со всех сторон обмазываю специальным печным материалом кладочным, который способен выдерживать большие температуры. И все. Негорючий материал я не брал, повторюсь таки, в крышу никакой. Ну, я думаю, возгорания и не должно быть. То есть эта труба, она не будет там нагреваться свыше 100 градусов. То есть, ну, у меня на даче просто такая же. Я ее могу спокойно руками трогать. Даже вот на самом максимальном режиме, когда она работает, печка, да, просто прикасаюсь руками и все как бы нормально. Все, труба готова.
Вы, наверное, потеряли уже Сергея, но поверьте мне, он постоянно чем-то занят. Вот сейчас занимается покраской внутри дома. Вообще здесь всегда найдется работа, только и успевай покупать материалы и доставлять их. Заранее привозили с Женьком где-то неделю назад пеноплекс сюда. Его не так много, у меня тройка пеноплекс 30 миллиметров. Попробую заодно сейчас крышу, насколько хватит, утеплить пеноплексом. Ну и когда-нибудь, может быть, разживусь еще халявным материалом и тоже, соответственно, привезу его сюда, зашью крышу. Ну, как минимум, то есть вот половину крыши зашить, если сегодня даже, уже будет здорово. Какое-никакое утепление крыши начнется. Держи. Ага. Тут тоже так. Какие-то непонятные торчащие концы проволоки по всей поверхности каменной части дома. Так и без глаза можно в темноте остаться. Пожалуй, не стоит рисковать, поэтому я принял решение срезать ее. Есть. Дорогие друзья, хотел бы напомнить о наличии телеграм-канала, где вы можете узнать актуальные новости лесного строителя, посмотреть видео, которые не подходят под формат YouTube, а также многое другое. Ловите QR-код и ссылку на него. Заходите, пообщаемся. Вот такие вот полы, просто вот эти вот две направляющие, и к ним уже прикручиваются доски. Все это делается для того, чтобы в любой момент доски можно было взять, поднять, вытащить, например, там на улицу, да, покрыть антисептиком, либо просто зашкурить их и, соответственно, покрыть лаком свежим, да, то есть, ну, вот, по сути дела, только лишь для этого.
ну, совсем другой разговор, да? Появляется пол прямо на глазах. Ну и самое главное, что он максимально упрощенный в плане сборки, в плане установки. Полы готовы. И я думаю, наступил этот великолепный день, когда можно затопить печь. Этого момента я ждал, получается, с июля 2023 года. Первоначально, когда мы его увидели, оно имело вид, ну совершенно другой, то есть не как сейчас. Здесь сейчас можно действительно уже находиться с комфортом, с удовольствием. Тогда все это вызывало очень негативные эмоции, увиденные нами. Было грустно, печально от осознания того, что дом разрушен и что в нем когда-то была жизнь. И сегодня мы вдохнем, почему я говорю мы, потому что все-таки Сергей со мной сегодня, мы вдохнем в этот дом вторую жизнь. В нем, наконец-то, будет гореть печка и обогревать этот маленький, уютненький, но домишко, который мы отреставрировали. Давайте присоединяйтесь, будем вместе разжигать и затапливать печь. Ой, обалденные чувства просто. Эмоции переполняют. Ну что, дым уходит, и это радует. Соответственно, печка не дымит. Ну, точнее, это камин получился больше, а не печь. Тепло пошло. Здесь прям уже ощутимо тепло идет. Возможно, она, конечно, не будет в себе аккумулировать тепло, как такая печь с дверцей, да, которая там закрывается. Ну, я имею в виду, что дрова будут улетать, да, то есть, когда дверцы нет, тяжело регулировать приток кислорода. И дрова в трубу улетают, и все, то есть они быстро прогорают. Возможно, да, ну,
на первое время нормально. То есть всегда можно придумать какую-то металлическую такую крышечку, которую раз прислонил и регулировать с помощью нее приток воздуха. Да, элементарно можно кирпичами, кстати, заложить. То есть 2-3 кирпича положить, все, уже не так сильно будет кислород туда поступать в топку, и не так быстро будут дрова прогорать. Специально пригласил сюда Сергея, сидит он там сзади вас за камерой, чтобы лицезреть этот приятный момент. Посмотрим, как она ночью еще будет греть. Вот это самое главное. Потому что, как ни крути, а ночью-то уже все-таки прохладно. Тем более здесь мы рядом с рекой, вообще прям рядом с рекой. На реке всегда холоднее, чем в городе, да и во всяких там деревнях, и в землянках и так далее. Вот. Ну, посмотрим. Ночью сегодня проверим. Но в целом спальники-то у нас теплые. Еще бы дрова здесь были бы. Да, вот еще были бы дрова. С дровами здесь, конечно, напряженка. Вот я тебе предлагаю сейчас напилить дровишек. Ну, пойдем сейчас и займемся этим. Угу. Напилим дрова. Не знаю, кто-то сушину вот эту вот уже завалил, и она здесь уже лежала, когда мы приплыли. Ну, видимо, кто-то из гостей. Плюс там еще есть на берегу деревья. Я думаю, нам хватит как минимум на ночь, а может быть даже и до следующего раза. Хотя неизвестно, сколько людей сюда еще придет в наше отсутствие. Дорогие друзья, хотел бы напомнить о наличии телеграм-канала, где вы можете узнать актуальные новости лесного строителя, посмотреть видео, которые не подходят под формат YouTube, а также многое другое. Ловите QR-код и ссылку на него. Заходите, пообщаемся. Ну что, Сергей, традиционная уже рубрика такая у нас. Сережка-поварешка. Поварешки от Сережки. Поварешки от Сережки, да. Передаю тебе бразды правления и надеюсь, ты что-то приготовишь очень вкусное сегодня. Да, сегодня будет у нас, ну поскольку по факту сегодня окончание проекта «Каменный дом», я подумал и решил, что надо сделать праздничный ужин. Поэтому сегодня он будет простой, но очень вкусный. Это будет просто мясо, свинина, запеченная в фольге с квашеной капустой. По идее, сюда еще по-хорошему надо картошку. Но картошку мы забыли. Мы всегда что-то забываем. Традиция уже. В общем, для приготовления данного блюда нам потребуется что? Нам потребуется масло растительное, которым мы смажем фольгу, ну, чтобы не пригорело ничего. Соответственно, мясо свинина, которое мы натрем аджикой целиком и полностью.
с 2 сторон. И квашеная капуста. Все это мы завернем в фольгу и положим в печку в угли. Собственно, вот и весь наш ужин. Поехали. Вареный. Как сказали бы итальянцы, перфекто. Кстати, свинина – это мясо, которое надо всегда делать готовым. А вот говядину, особенно если это мраморка, надо... Ну, Леха не любит. Он любит well done. А я не люблю well done. Я люблю medium, как минимум. А лучше medium rare. О, кусок. Капусточка тоже ништяк. Прям. Ну что, дорогие друзья, с добрым утром. Проснулись. Смотрите, какой домик красивый, да? И сейчас уже видно, чего не хватает. Мы решили, что надо, ну, вчера вечером уже обсуждали, что надо доской зашить его снаружи. Вот эти вот места спрятать спилы, где, да, деревьев, и пена. Снаружи доской зашить, обжечь ее. И внутри то же самое. Там, где есть пена, виднеется, вот эти все места позакрывать. Что хочу сказать по печке. Ночью было тепло. Это прям радует. В печку я закидывал дрова где-то часа в 3 ночи. Ну, короче, я проснулся из-за того, что показалось, как будто бы, ну, во сне приснилось, что лодка уплыла наша. А действительно, у нас же ни веревки, ничего не было. Вот этот момент надо продумать на будущее, хотя бы к дереву ее привязывать. Потому что на ГЭС воду уже спускают. И, соответственно, ну, если бы вода поднялась, допустим, ну, все, ушла бы лодка, и без нее бы остались. Вот в 3 часа ночи что-то меня осенило хотя бы под колеса камни положить. Вот. Ну и проверить лодку заодно. И как раз я закинул дрова. То есть один раз дрова закидывали в 3 ночи. И тепло. Я периодически то в спальник прятался, то без спальника спал. То есть, ну, короче, нормально. Не знаю, как она будет себя показывать в морозы, там в минус 30. Ну, для такой погоды идеально. Сейчас на улице градусов 6-7 тепла. Самое хреновое, да, что мы вчера уже сидели, пили чай перед сном без камеры, и смс-ка пришла.
от МЧС. Внимание, 10 октября, то есть сегодня, в Самарской области ожидается усиление ветра местами до 18 метров в секунду. То есть, представляете, это штормовая погода на воде. Пока сейчас я этого не наблюдаю на воде. Ну и я думаю, нам надо побыстрее сваливать. То есть время 7 часов, вода еще спокойная. Чем быстрее мы отсюда уйдем, тем как бы больше вероятность, что мы дойдем до дома, да? Вот. Мы плыть будем против течения идти. И плюс ко всему, если, не дай бог, ветер поднимется, еще и встречный, то у нас элементарно просто бензина не хватит на обратную дорогу. Вчера, вот все, весь вечер, да, Серега мусор сжигал. То есть вы видите, здесь раньше дверь старая была, линолеум, куски, битум, еще что-то. Все сожгли. В костре оказались баллоны. Один был из-под пены, другой из-под газа. Ну и на что еще хотел бы обратить внимание, да, смотрите, то есть здесь берег не только укрепляли, то есть вот эта вся площадка под домом, она, скорее всего, искусственно созданная. То есть, видите, да, вот этот мы давно пруд замечали, и этот, но мы что-то внимания не обращали на доски. То есть, видите, вон там доски. Вот эти доски наложены вот так вот, да, положены, и, соответственно, вся площадка вымощена камнем, вот так вот. То есть вы представляете, кто вот это строил, какой-то, ну, титанический труд был проделан, титаническая работа. Вот эти камни, это все наносное. Вот они. Ну, обалдеть. Че, как спалось? Отлично. Ну, лично мне спалось вообще замечательно. Я что-то как лег, соприкоснулась моя голова с импровизированной моей подушкой, и сразу я погрузился в царство Морфея. Здорово, мне отлично спалось, вообще замечательно. Все, сейчас чайку попью и погнали. Да, поехали. Смотрю, и душа радуется. Конечно, многие писали недовольны нашей работой, да, что она не совсем качественно проделана в этом доме. И отчасти эти люди правы, я каждый раз об этом вспоминаю. Но не все учитывают один единственный момент, что, ну, во-первых, с дивана рассуждать всегда намного легче, чем что-то делать в действительности, это во-первых. Во-вторых, что я хочу сказать, главное для места, которое реставрируется, не его внешний вид. В первую очередь, главное наличие кроватей и теплой печки, где можно переночевать. Уже потом можно заниматься обустройством, внутрянкой, там, ну, наружкой. И уже доделывать все вот эти вот недоработки, недочеты, все, которые не нравятся. Теперь у нас есть пол, теперь у нас есть печка, у нас есть лежаки. У нас есть здесь все условия для того, чтобы дальше спокойно заниматься. И у нас есть октябрь месяц на дворе, то есть буквально там недельки-две, и уже снег начнет падать. Снег ляжет. И до свидания. Уже что-то такое серьезное не сделаешь. А вот как раз таки работы по обустройству дома, пожалуйста, можно и в минус 30 заниматься ими, да, то есть печку затопил и работай. Вот этот момент нужно учитывать и разделять. То есть это не дачный участок, да, на который ты приехал, что-то там сделал, даже в мороз, и уехал. Здесь совершенно другие условия, здесь дикие условия, несмотря на то, что там лодки проплывают, несмотря на относительную близость к деревне, такой полуглухой, скажем так, да, ну, действительно, это дикое место, как ни крути. И, повторюсь, это не дача, это не квартира, да, в которой вы можете делать ремонт там 25 лет своей жизни и делать так, как вам хочется, чтобы он был максимально красивым. Здесь другие условия, здесь максимально сжатые сроки были. И, ну, я оцениваю на 4 проделанную работу. Да, можно было лучше, согласен. И потихоньку, да, потихоньку будем все доводить до ума. А в следующем году можно, во-первых, стены будет вывести под ноль, штукатуркой все-таки выровнять их, потому что, ну, так вот, реально говоря, порнография, да. Вот эти вот изъяны какие-то, штукатурка какая-то неровная, то есть полностью заштукатурить в ноль идеально ровно и потом уже покрасить в белый цвет. Вот эти вот все места с пеной тоже их надо прятать, как-то убирать, доской зашивать. Какой-то, не знаю, там картину повесить. Ну, то есть уже какие-то мелочевки такие вот. Ну, это в следующем году. В следующем году сделаем. Ну и стол, конечно, я бы тоже переделал бы, ну, на нормальный.
То есть он, во-первых, мешает немножко спать, уменьшает пространство до спального места. А такой большой он не нужен, его можно было бы обрезать вот так вот здесь и там также сантиметров на 15 укоротить. И он бы не мешал спать. Ну, в общем, вот так вот. Все, собираемся и поехали. Есть все. Оба! Че, поехали, красотку кататься. Эй! Поехали. Так, Домой. Кошмар, дождь пошел. Сильный ветер на воде, дождь. А нам еще 30 километров идти. Не знаю, слышно меня или нет, но я ору прямо в камеру. Как тебе погода? Отлично. Да вообще замечательная, просто восторг. Крем от загара. Забыл прихватить. Как всегда, настроение просто супер. Ну ничего, прорвемся. Бывало и похуже. Все-таки не на байдарке идем. Вот если бы на байдарке было бы еще хуже. Тут ты хоть сейчас причалить можешь куда хочешь. Нашли какое-то местечко, где можно укрыться от ветра. Смотрим. То есть нам надо переплыть Волгу, чтобы попасть домой. Но, как вы видите, на воде штормит. Волны барашками идут. И как бы думаем, что нам делать. Оставаться здесь не вариант, потому что погода до вечера точно не улучшится. Попробуем пройти, наверное. Сейчас все вещи в кучу соберем поплотнее, чтобы они не разлетелись. Ну и на всякий случай наши эти спасательные жилеты затянем покрепче. Да. А то что-то я уже заговариваюсь, ну замерз немножко. Вот. Так что вот так вот. Если это видео не выйдет, значит мы не дошли. Идем на малом ходу и волну стараемся держать с левого борта. Но главное, чтобы нас не переворачивало, не перевернуло, не дай бог. На всякий случай все вещи в гермомешок собрали сразу. Вот. Ну вот как-то так. Главное, чтобы воды не хлебнули мы. Да. Все равно туда-сюда мотает, да, как говно в проруби. А они волны еще, главное, как-то идут, знаешь, то так, то так. Да. То есть я и пытаюсь подстроиться левым бортом, вот так, аккуратненько принимать ее. Видишь, и мы накатом, она раз и нас подтолкает. Да. Там на самом деле... Нет, нам главное сейчас просто пересечь Волгу. Вот и все. И там уже вдоль берега не важно, куда мы выйдем, и тут. Нет, слушай, ну вот так вот мы идем, по-моему, максимальный
пошли треть, наверное. Если посмотреть назад, то просто лучше не смотреть назад. Ни в коем случае, ребята, не повторяйте вот этого. Без подготовки. Особенно. Там вот эти волны, вот вроде бы они вроде закончились. Ну, фарватер мы прошли, да. Но уже не фарватер. Осталось метров 300, наверное. По берегу. Да. Я что хочу сказать, в такие ситуации хочешь не хочешь, а начинаешь уже верить и в Бога, и в кого угодно, блин. В такие ситуации ты начинаешь думать о том, насколько мала и ничтожна твоя жизнь. Да. На, пошли. Беда в другом, что волна как не утихает. Серега, тихо, тихо, не ссыкуй, сейчас нервничай, тихо. Сейчас главное. И очень хорошо, что ты не смотрел назад. Да. Потому что волна сзади, она барашком пошла, и она пошла уже в лодку. Я газу подбавил. Не повторяйте такого. Особенно если вы за рулем лодки моторной находитесь всего 8 час. Ну, 9, там, не знаю. Я думаю, на этом на сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Это был Алексей, канал Лесной Строитель. И со мной сегодня был Сергей. Ребята, ни в коем случае не повторяйте такие вещи. Это очень страшно. Вот сейчас нам реально страшно. Друзья, ну и такой маленький постскриптум. Я не знаю, Леха вставит его или не вставит, на его усмотрение в ролик. Но хочу сказать, что мы дошли. Я на берегу, стою, жду Леху с машиной, с прицепом. Ну и хочу сказать, друзья, наверное, вот это была самая опасная херня, которую мы вытворяли. Ни в коем случае не повторяйте этого вообще. Никогда. Особенно если вы не самый опытный речкоход, скажем так. Не повторяйте этого. Было очень страшно. Уж на что мы люди бывалые, но сейчас нам было реально страшно. Цените себя, своих близких, своих друзей. Всем добра, всем пока.